Приветствую всех, друзья! В этом видео мы с вами займемся обработкой файлов и также настройкой Webpack Merge и копии Webpack плагин. Сразу хочу сказать, что это видео будет самое важное, в принципе, в этом курсе по Webpack, потому что без тех технологий, которые мы применим в этом видео, мы, в принципе, дальше двигаться никуда не сможем. Поэтому обязательно досмотрите его до конца, можете также поставить ему лайк, мне будет тоже приятно. Также хочу сделать небольшой анонс. Я запустил блог, и каждое новое видео будет сопровождаться статьей на этом сайте. То есть на tucode.ru можно будет найти каждую статью. На самом деле это намного удобно. Так, мы вернемся к этой гифке. Так вот, это намного удобнее копировать отсюда какие-то куски кода, нежели чем делать это, например, с GitHub, так как здесь есть поддержка синтаксиса, ну и просто здесь все расписано. И также спустя какое-то время, чтобы не пересматривать видео второй раз, чтобы сэкономить время, лучше всегда прочитать статью. Ну и давайте, прежде чем начнем, посмотрим, что мы сделаем в предыдущем видео, поскольку разрыв был такой в 3 недели, поэтому давайте освежим память. Первое, что мы сделали, это разобрались с тем, как импортировать какие-либо библиотеки, либо же локальные файлы в Webpack. Также мы подключили Babel 7 версии, и поэтому мы можем писать код в любом синтаксисе. На выходе он как раз таки будет у нас валидным во всех браузерах. Я этот момент уточняю специально, потому что многие думают, что нужно писать код в ES5 синтаксисе. На самом деле нет. Пишите код только в ES6, и вообще лучшей практикой является, когда вы будете использовать что-то из ES7, потому что мы подключили Babel 7 версии, соответственно, вы можете это сделать, у вас код нигде не отвалится, он будет у вас работать, потому что у нас Babel 7 версии подключен. Далее во втором видео мы разобрались с препроцессорами на примере SCSS и также вообще поговорили, как можно любой другой препроцессор поставить, то есть, например, Stylus, и также вообще разобрались с CSS файлами, как можно работать с ними. Также, помимо всего прочего, мы сделали post CSS config, куда установили автопрефиксер для того, чтобы прописывались флексы всем нашим классам. То есть, если мы, например, пишем displayFlex, то у нас автоматически проставляются префиксы для того, чтобы, опять же, displayFlex отображался корректно во всех браузерах. Также мы подключили CSS MQ Packer, то есть это тот плагин, который нам вот эти вот медиазапросы группирует, потому что если этого не делать, то кода будет больше, процентов на 20, на 30, а этот плагин нам как раз таки код сокращает. Также CSS Nano, который поджимает наш код. Также preset установили дефолтный, то есть стандартную настройку, которая все, что делает, это удаляет нам комментарии в продакшене. То есть помимо того, что она поджимает, она нам еще комментарии удаляет. Ну и в принципе, больше мы с CSS и SCSS работать не будем, мы будем работать исключительно с JavaScript. И давайте разберемся, что мы будем делать в этом видео. Но на самом деле первое, что мы сделаем, это подключим Webpack Merge, то есть для того, чтобы отделять build и dev разработку. Это очень важно, потому что если мы этого не сделаем, то у нас будет то же самое, как у этого паренька на картинке. Поэтому, чтобы такого не было, это, в принципе, основное, что нужно сделать. Я бы сделал это еще в первом видео, но я подумал, что большинство новичков отвалится сразу же. Но я надеюсь, что после этого видео всем будет все понятно и никто никуда не отвалится. Второе, что мы сделаем, это настроим карту стилей, потому что в package.json, точнее в webpack config.js, мы сделали для SCSS options и поставили source map true. Но она у нас не работает по одной простой причине, потому что у нас нету самой карты сайта, поэтому мы ее подключим. Далее мы обработаем все картинки, то есть это будут и PNG, и JPG. Соответственно, разберемся, как их вставлять в HTML и CSS. Ну и в принципе давайте начнем. Создадим папку img. И все, что мы сделаем, у меня тут есть две собаки, два коржа. Первый веселый, мы его вставим в HTML, а второй грустный, потому что мы его вставим через CSS. И поговорим вообще, почему через CSS нельзя вставлять изображение. Так, далее, что мы сделаем? Обработаем статичные файлы. То есть на самом деле мне это очень сильно понравилось в Nuxt, поэтому мы это все дело сплагиатим оттуда и создадим папку static, в которой у нас будет храниться favicon.ica. И также на самом деле здесь может быть много различных файлов, например, sitemap.xml. Может быть также здесь еще будет файл robots
Хотя ладно, ну, там может быть много файлов, я просто сейчас не буду их создавать. Смысл этих файлов в том, что они у нас из src static должны попадать в dist и храниться прямо в корне. То есть вот такой вот посыл у этих файлов, они должны находиться именно в корне сайта, то есть favicon, карта сайта, это вот больше как раз таки SEO-шная. Но мы также с вами это рассмотрим. На самом деле можно этим не ограничиваться, можно здесь какие-нибудь папки создавать, что-либо здесь хранить. В принципе, тоже это реализуем. Дальше мы обработаем HTML. То есть зачем мы это сделаем? На самом деле, опять же, не совсем удобно то, что мы храним наш индекс HTML здесь. Потому что если у нас будет несколько файлов индекс HTML, например, about HTML, то просто даже элементарно неудобно будет копировать, например, это все дело на сервер. То есть если мы не рассматриваем консольный вариант, то мы перекидываем эти два файла на сервер через FTP, потом переходим в папку dist, копируем все оттуда и переносим точно так же на сервер. Это не совсем удобно, потому что, особенно если, кстати, через консоль это делать, потому что нужно задавать условия, какие файлы копировать каждый раз, когда создается новый файл. На самом деле намного проще все эти два файла перекинуть как раз таки в src, хранить их именно здесь, то есть чтобы они лежали здесь. А когда мы будем запускать ярлык build, чтобы все эти файлы у нас перекопировались, то есть эти два у нас автоматически копировались сюда. Также здесь можно будет создать папку assets, в которую мы предположим эти все файлы. И здесь мы точно так же создадим папки CSS, то есть так далее. То есть некую структуру для билда, потому что просто так хранить неупорядоченно все файлы тоже не совсем хорошо. Ну и на самом деле, давайте пока что вообще dist удалим, она нам не нужна. И эти два файла мы тоже пока что удалим. Мы пока что разберемся с базисом, а именно с merge. Также мы сделаем live reload для HTML файлов, то есть для того, чтобы когда мы вносим какие-то изменения в наш HTML, чтобы у нас автоматически релодилась наша страница в браузере. Давайте начинать. Первое, что мы сделаем, так, единственное, я скопирую это сразу же из статьи, мне так даже проще будет. Первое, что мы сделаем, это создадим несколько файлов. Первый файл мы создадим build. Второй файл, который мы создадим, это dev. Ну и в принципе. Кстати говоря, сборка на GitHub, поэтому если у вас что-то не получится, то вы можете просто ее клонировать через консоль, либо же скачать через download zip файл и работать с ним. Также, если вам, например, по какой-то причине нужна сборка из второго видео, то здесь есть релизы. То есть вы можете скачать сборку из предыдущего видео, то есть, да, вот added, где мы добавляли SCSS, CSS через zip, либо через tar. И у вас будет как раз таки код, который мы делали до. То есть это на случай, если вы через коммиты щелкаться не умеете, то самый простой способ это сделать как раз таки через релизы, скачать именно тот релиз, который вам нужен. Каждый релиз — это каждое новое видео. Ну и давайте теперь начинать. В package.json все, что нам нужно сделать, это для дева указать как раз таки файл dev, для билда указать файл build. Поэтому давайте сделаем следующее. То есть флаг mod мы, в принципе, все это дело удалим. Давайте его засунем в development. А флаг для билда мы положим в build. И давайте здесь пропишем новый флаг, который будет называться config. Далее укажем, какой именно конфиг нам нужен. Нам нужен conf.js. То есть, опять же, это общепринятое название, которому стоит придерживаться. Не нужно писать какие-то свои. Ну, хотя можете, но, опять же, любому другому разработчику будет комфортнее работать, когда у вас будет общепринятый нейминг. И для билда мы пропишем build. Ну и давайте установим, пропишем npm install save dev webpack merge. Так, на самом деле еще хочется рассказать, зачем мы все-таки это делаем. То есть, как самый базовый пример, ну, например, оптимизация картинок. То есть, нам, например, картинки оптимизировать на development разработке абсолютно не нужно. То есть, мы только будем удлинять нашу сборку. Поэтому это нужно делать только в билде. То есть, мы поставили команду build, пошли, сделали себе чай, пришли, у нас уже картинки оптимизировались,
наш код весь поджался, и мы, соответственно, довольны. Поэтому вот это вот важно понимать, то что нужно разделять конфиги, и разделять на самом деле их можно несколькими способами. То есть первый это merge, второй это как раз таки env. Если вы работали с env, то просто присмотритесь к merge, потому что мне merge нравится намного больше, чем env. Если вы не работали с env, ну ничего страшного на самом деле в этом нету. Потому что если вы будете использовать merge, то скорее всего он вас полностью и устроит. Ну а если вы используете env, то никто вам не запрещает использовать и merge, и env. Это может даже в каком-то плане будет лучшая практика, нежели чем просто merge использовать. Так, ну и давайте теперь перейдем в наш файл билда. И первое, что нам нужно будет сделать, это объявить константу, которую мы назовем merge. И дальше все, что мы будем делать, это делать require. Будем вызывать как раз таки webpack merge. И далее смотрите, в чем у нас сейчас проблема. У нас есть build, у нас есть dev, у нас есть также какой-то базис, то есть, например, обработка CSS. Но обрабатывать CSS нам нужно и на билде, и на деве, соответственно. И то есть, чтобы не делать все, как это делают неопытные люди, то есть просто брать CSS, копировать его в dev, копировать его в build, так делать совсем неправильно, поэтому давайте мы с вами создадим третий файл, точнее переименуем первый, назовем его base, и он будет как раз таки базовым. То есть этот файл мы будем использовать и в билде, и в деве. И, соответственно, так, dev-сервер нам не нужен в базовом, ну, поскольку это development разработка, у нас development должно находиться все в development. Мы это пока что сюда вставим. И теперь что мы сделаем с этим базовым файлом конфигурации? На самом деле очень просто. Мы просто создадим еще одну константу, в которой назовем base webpack config. И далее точно так же вызовем метод require. И все, что мы сделаем здесь, это уже обратимся к файлу webpack base config. И сейчас у нас базовый файл конфига как раз находится в константе base webpack config. Далее все, что нам нужно будет сделать, создать еще одну константу, которую мы как раз таки назовем build. Build webpack config. Далее все, что мы сделаем в ней, это будем использовать merge. То есть merge мы опять же ссылаемся на тот merge, который мы только что установили, на константу. Константа принимает в себя два параметра. Первый это как раз таки base webpack config. Второй параметр, который мы передаем через объект. И в принципе в этом как раз таки параметре мы будем как раз описывать все, что нам нужно для билда. Если мы хотим написать мод production, то мы просто прописываем мод, далее указываем production. Если мы хотим подключить какие-то, например, плагины, то мы просто прописываем plugins и подключаем сюда какие-либо плагины. Все, что мы делаем дальше, это как раз-таки экспортируем нашу настройку, то есть пишем модуль export, который у нас будет равняться promise. В promise мы передаем два параметра. Первый resolve, к которому мы будем обращаться в дальнейшем. Второй reject. Мы к нему обращаться не будем, но общепринято как раз таки вызывать два. Далее мы напишем стрелочную функцию и через resolve будем отправлять build webpack config. На этом настройка закончена и у нас готов билдовский файл конфигурации. Давайте теперь это все скопируем и вставим в development. Здесь же в dev все, что нам нужно будет сделать, это изменить название константы, просто чтобы самим потом не запутаться. Так, единственное... да, все правильно, build. Так, dev webpack config. Далее здесь же через resolve мы отправляем dev, меняем на development наш мод. И сюда же прописываем dev-серверу какие-то параметры. Ну и давайте, пока мы работаем, в принципе, с девелопментом, мы сюда же передадим кое-какие настройки. На самом деле, оверлей меня немножко бесить начал, поэтому давайте сделаем вот как. Поставим false, а вот errors поставим true, потому что каждое предупреждение это немного раздражает. Но опять же, если вы новичок,
то используйте здесь true, потому что полезно она, по крайней мере, на начальном уровне, как раз таки, чтобы все выводилось. Далее мы dev-серверу можем еще одну кое-какую настройку передать, а именно порт. Порт по дефолту у нас идет 8080. Но хорошей практикой является ставить 8081, потому что иногда вы будете работать со вторым сервером. Это может быть сервер для PHP, это может быть сервер для ноды. Бывают такие сервера, как, например, мамповский, то есть тот, с которым я работаю. Он в этом плане, когда слушает свободный порт, и если он слушает 8080, то он просто выкидывает ошибку, если этот порт занят. И чтобы такого не было, лучше веб-паку поставить 8081. На самом деле, если вы первым откроете какой-то сервер на PHP, то веб-пак в этом плане поймет, например, то, что 8080 занят, и будет открываться на первом порте. Если он тоже будет занят, то на втором, на третьем и так далее. Но чтобы облегчить жизнь всем другим серверам, мы как раз таки напишем порт 8081. И давайте сейчас еще одну важную вещь сделаем, а именно вызовем наш веб-пак точно так же через require и напишем здесь веб-пак. Зачем мы это сделаем? На самом деле у веб-пака, если мы сейчас посмотрим через плагины, то есть давайте напишем новый плагин, обратимся к нашей константе веб-пак, и смотрите, как много здесь плагинов. То есть здесь их огромное количество, но в данном случае мы будем разбираться как раз таки с SourceMap DevTools плагин. То есть это базис, без которого не будет работать карта сайта максимально корректно. Еще обратите внимание, то, что мы карту сайта подключаем именно в dev-config. То есть если мы подключим ее в базовый файл, то она у нас будет срабатывать и в билде, и в деве. И это будет не совсем хорошо, потому что с картой сайта мы можем просто-напросто весь наш код слить. Это во-первых. Ну и во-вторых, пользователю, который перейдет на сайт или же на приложение. Кстати, веб-пак тоже многие спрашивают, можно ли использовать для верстки. Да, можно веб-пак использовать где угодно, и чем раньше вы начнете его использовать, тем будет лучше для вас. Потому что так или иначе, потом перейдете на что-то тяжелое, а там используется только веб-пак, и меньше головной боли у вас будет, если вы будете уже с ним знакомы. Ну и давайте укажем здесь file name .map. Только при таком подходе у нас будет работать карта сайта корректно, потому что если такой подход упустить, то в SCSS мы не увидим как раз таки вложенные файлы, которые мы подключаем через импорт. То есть, например, здесь мы импортируем какие-то модули, и только при такой карте сайта у нас это все будет работать корректно, точнее. Далее все, что нам нужно будет сделать, это как раз таки указать DevTool, и DevTool у нас будет chip модуль eval source map. Ну и давайте проверим заодно, как у нас работает dev. Напишем npm run dev. Итак, у нас собрался наш проект, и если мы сейчас проинспектируем нашу надпись webpack, то мы увидим как раз таки, что font size ей задается через wrapper SCSS. При этом мы подключили самую щадящую карту, поэтому здесь у нас какой-то такой максимально расширенной информации нету, в отличие от любой другой карты сайта, но такая карта сайта, она является самой лучшей в том плане, что она наиболее быстро собирается и при этом дает самую полезную информацию. Следующее, что мы сделаем, это напишем базовый файл конфигурации немного по-правильному. Потому что в будущем у нас будут какие-то пути, и, соответственно, лучше их сразу же вывести в константу. И, например, src у нас будет path join, где первым параметром мы передадим dir name, вторым параметром передадим src. Второе, что мы сделаем, это еще один путь, только путь у нас будет идти к диску. Вы сейчас поймете, зачем мы это делаем, и сами потом в будущем скажете себе спасибо с такой структурой, потому что действительно можно будет изменить просто название папок. Точнее, можно будет изменить просто название вот этих вот путей, и автоматически поменяется название папок. То есть не придется, например, везде менять. То есть мы сейчас в этом убедимся. Так, единственное, для assets нам лучше всего поставить это таким образом. Еще один вопрос, зачем мы подключаем path, когда он и так встроен в ноду? На самом деле общепринято просто подключать path, потому что даже тоже в UCLI, когда я смотрел, как у них все устроено, они то же самое делают, они просто подключают path
отдельным модулем, не используя path, который интегрирован уже непосредственно в Node.js. Давайте продолжим. Следующее, что нам нужно сделать, это сделать externals. Externals нам нужен для того, как раз таки, чтобы получить доступ к вот этой вот константе path из других наших конфигов. То есть, если мы этого не сделаем, то нам, грубо говоря, придется просто эти константы копировать в dev, копировать в build. И это не совсем удобно, потому что, опять же, изменив эти константы здесь единожды, они у нас поменяются и в dev, и в build. Потому что мы в dev и build будем обращаться через externals, как раз таки здесь мы прописываем. Первое, это как мы обзываем, то есть, грубо говоря, ярлык. А вторым параметром, что именно? В данном случае paths. Теперь точку входа. На самом деле здесь важно понимать то, что мы можем не прописывать, например, index.js. Мы можем указать просто src, и Webpack сам поймет то, что мы обращаемся к index.js. Поэтому здесь мы можем сделать следующее, просто написать paths.src. Мы потом в дальнейшем, когда займемся оптимизацией веб-пака, мы поговорим про это все дело более подробно и более подробно это все дело напишем. Здесь мы можем сделать то же самое и написать paths.dist. Далее файл name для JS. Здесь я предлагаю сделать следующее. То есть, опять же, у нас структура в dist будет примерно... мы удалили папку dist, но давайте ее создадим. Структура у нас в dist будет следующая. То есть будет assets, например, который вы можете всегда переименовать в static, изменив лишь одно название переменной. И здесь мы будем хранить папку JS, CSS и так далее. И, соответственно, чтобы это сделать максимально быстро, то есть в дальнейшем мы уже будем это как-то все дело оптимизировать, давайте name удалим его вообще и будем использовать синтаксис ES6 для того, чтобы обратиться как раз-таки к нашему assets. Так, для начала paths, assets, далее JS, далее name.js. Таким образом это сделаем. Также public path нам нужно удалить, поскольку мы сейчас будем копировать весь наш HTML. Давайте сразу же это сделаем. src перенесем. Так. Точнее, индекс HTML перенесем в src и будем с ним работать уже отсюда. Поэтому public path у нас будет публичным. И с таким публичным public path нам нужно будет в девелопменте, нам нужно будет задать некоторый параметр, то есть content base. И вот этот вот как раз таки content base, он у нас будет отвечать за то, где будет открываться веб-пак. То есть мы укажем сейчас именно папку dist для всего этого дела. И то есть, опять же, мы можем здесь просто написать вот таким вот образом dist. Но опять же, в будущем мы будем вот эти вот webpack конфиги перекидывать в отдельную папку. И вы потом сами убедитесь, насколько это легко работать с вот такими вот константами. Но на самом деле сразу хочу сказать, что не нужно создавать кучу глобальных констант. Глобальные константы это очень плохо. Но вот эта вот глобальная константа, она будет нам только помогать. И все, что мы сделаем, то есть как мы сейчас получим доступ из дева к этим константам, на самом деле очень просто. Мы просто берем базовый файл конфигураций, далее к нему прописываем то же самое, что мы писали здесь, то есть externals. Прописываем externals, дальше мы прописываем как раз таки тот самый path, то есть ярлык. Вот этот ярлык как раз таки будет ссылаться на константу. И мы здесь прописываем path. И далее, соответственно, в paths нам нужно прописать, а какую мы будем path читать. Потому что если мы это не укажем, то он нам просто объект выкинет и выкинет потом ошибку. Поэтому здесь мы указываем, что мы будем читать dist. Прописываем dist, сохраняем все это дело и давайте заниматься дальше. Что нам нужно сделать дальше? Ну, так, дальше нам, да, для CSS нужен будет точно такой же пример. Кстати, здесь обратите внимание, что здесь используется тильда, а не обычные кавычки. Сохраним, попробуем пересобрать наш проект, напишем npm run build уже в этот раз. Итак, у нас все собралось, давайте посмотрим.
Вот у нас есть папка assets, в которой находится app.css, и JS, в котором находится JS. Теперь осталось разобраться с картинками. Поэтому давайте установим сразу же и картинки, и копирование самого HTML. Поэтому пропишем npm install savedev file loader. Единственное, через дефис file loader. Далее пропишем copy webpack плагин. И также нам нужен будет еще HTML webpack плагин. Так, единственное, я нашел ошибку webpack плагин. Ну и пока у нас все это дело устанавливается, давайте создадим еще одни константы. Так, давайте path скопируем. С path будет легче всего это делать. Итак, у нас все установилось, поэтому давайте так, copy webpack плагин объявим здесь. Сюда же его тоже объявим. HTML webpack плагин тоже закинем сюда. Закинем его сюда. Также изменим название. Общепринято с большой буквой. И верблюжий. По-моему, она так называется. Угу. Так, все, у нас все работает. Теперь мы объявили два эти плагина в константу. Теперь давайте к ним обращаться через плагины. То есть вот он у нас первый плагин на mini-extract плагин. Второй плагин у нас будет на копирование файлов. Соответственно, что мы можем делать сейчас с копированием? У копирования есть... Так, единственное, здесь идет массив, а в массиве мы как раз таки описываем объекты, потому что каждый новый путь это как раз таки объект. А здесь мы прописываем массивы. Ой, точнее, объекты, я уже путаюсь в этом во всем. То есть у нас есть параметр to и параметр from. То есть from это как раз таки откуда мы будем копировать файлы, to это куда мы будем эти файлы копировать. А from, то есть откуда мы будем эти файлы копировать. На самом деле, но опять же, вот этот вот подход, его лучше задавать везде, потому что так будет более правильно. Здесь пропишем src, папку укажем img. Единственное, здесь нам нужно будет поставить дефис. Единственное, конечно, можно прописать какую-нибудь базовую функцию сюда, которую будем импортировать, но это уже будет излишки, лучше самому прописывать этот слэш. Копировать мы будем все из папки img, и теперь самое главное, куда мы это будем все дело копировать. Копировать это все мы будем, так, единственное, не в строковом, а как раз таки через эту тильду. Paths, assets, и здесь мы уже убираем, потому что там мы поставили. Но опять же, да, это такие небольшие издержки этого подхода, но такой подход все равно является наилучшим. Так, теперь давайте сделаем то же самое для static и папку, которую мы будем копировать, а мы ее никуда копировать не будем, нам даже assets не нужен, просто оставим здесь пустые кавычки. Мало ли вам куда-нибудь потребуется. Теперь мы сделали еще один плагин, точнее подключили. И давайте его еще тоже подключим через new HTML Webpack плагин. Здесь выключим хэши. Если вы знаете, зачем вы их будете использовать, пожалуйста. Но мы о них поговорим в следующих видео. И здесь давайте пропишем путь к src. Ну давайте пропишем такой же путь. То есть, опять же, я это делаю, потому что сборка должна быть максимально универсальной, то есть ее нужно переиспользовать из проекта в проект. И если вы будете использовать какую-то сборку, ну, навряд ли будет файл src меняться, но папка assets, например, точно поменяется у вас, например, на static. Либо же папка dist сменится на public. Такое вполне вероятно, поэтому при таком подходе вы сможете просто менять одно название переменной, и потом у вас автоматически будет меняться все, нежели чем вы будете изменять название папки, а потом быть как тот паренек в блоге, у которого все разваливается. И здесь мы указываем index.html, то есть это как раз таки мы как говорим веб-паку, мол, смотри в папку src, ищи файл index.html. Далее мы ему прописываем файл name, и в файл name мы давайте укажем все это дело вот таким вот образом, index.html. Так, единственное, я здесь зачем-то указал true. В общем, указывайте false. Далее, для того, чтобы наши картинки обработать, нам нужно закинуть
loader именно на картинке. Поэтому так, прописываем здесь img. То есть я скопировал просто JS, чтобы видео не задлинять. Оно и так, кстати, получится, я знаю, получится очень большое видео. Если вы до этого момента досмотрели, вы вообще молодцы. Напишите в комментариях, сколько для вас было бы удобно, то есть какой формат времени для вас был бы удобен вот именно для таких видео, которые именно нацелены на обучение. То есть сколько по времени, там 20, 30 минут, 40 вы сможете выдержать. Loader. Так, далее options. В options укажем name. Name у нас будет идти как name. Опять же, ссылаемся на ярлык app name и далее расширение. Расширение ext. Это расширение мы как раз таки берем отсюда. Единственное, здесь я сейчас напишу регулярку. Вот такая вот будет регулярка, чтобы не задлинять, чтобы не удлинять. То есть мы обрабатываем PNG-шки и прочие файлы. Я знаю, что эту регулярку можно написать еще лучше, но для общего понимания лучше пусть будет так. Так, ладно, на самом деле мы уже много пишем. Давайте посмотрим, что нам вообще запустится ли наша сборка или нет. Напишем npm run dev. У нас ошибка. Ну давайте откроем логи, посмотрим. Он пишет о том, что у нас ошибка в файле dev. Давайте посмотрим. Ну да, конечно, потому что мы content base кинули вверх. Это настройка dev сервера, это не настройка. То есть она должна находиться в dev сервер. Попробуем по новой запустить npm run dev. Итак, у нас все работает. И смотрите, что у нас сейчас происходит. У нас Webpack читает не этот индекс HTML. То есть на этот индекс HTML генерирует другой индекс HTML в папке dist. То есть здесь его нету, потому что, еще в первом видео говорил о том, что Webpack нам эти файлы не создает. То есть Webpack их хранит в памяти. То есть у него в памяти файл dist находится. То есть вот этот индекс HTML у него находится в памяти. То есть вот это очень важно для понимания, то что когда вы, например, подключаете какую-то картинку, вы ссылаетесь не на эту картинку, вы ссылаетесь на папку dist, и Webpack берет картинку из папки assets и здесь из папки img. Потому что мы так настроили как раз-таки в нашем базовом файле конфигурации именно здесь. То есть мы здесь это копируем картинки, здесь говорим Webpack о том, что у нас индекс HTML теперь находится в папке src, в индекс HTML. Вот таким вот образом. И смотрите теперь, что у нас происходит. Если мы в индекс HTML, так, единственное, я здесь вторую секцию сделал для примера. То есть смотрите, у нас автоматический релод идет. То есть мы изменяем что-то, и у нас автоматически все релодится. Переходим, у нас уже здесь изменения появились. То есть вот это классно, и теперь у нас как раз таки конструкция. То есть посмотрите, насколько все красиво. Теперь, как нам подключать картинки? На самом деле очень просто. Мы прописываем картинки src, указываем assets, img, и как у нас там назывался? doc.g. И вот у нас появился наш корж. Вот он улыбается, мы его подключили по-правильному. Теперь давайте сделаем по неправильному. Зайдем в CSS, то есть я сейчас объясню, почему неправильно. То есть смотрите. Ну и давайте сделаем следующее. Сделаем background image и подключим. Так, единственное URL в начале. Assets img docset.jpg. Единственное, если мы еще вис ему не сделаем. Так. 100% сделаем. Так, посмотрим. Ну вот смотрите, на самом деле, что хочу сказать про CSS. У нас CSS работает. Давайте также... нет, сейчас давайте посмотрим на инспект, потому что сейчас нам должно выдаваться две ошибки. Ошибки будут следующие. Первое, он нам не может найти файл dist.app.css, не может найти файл dist.css. На самом деле по одной простой причине, то что он нам генерирует это все дело автоматически. То есть он нам автоматически это все расставляет, мы отсюда можем это удалить, и при этом, смотрите, у нас все равно
все работает. У нас та же восьмерка, которую мы выводим в консоли в Command.js появляется. То есть на самом деле вот этот плагин, он сам нам это все генерирует. Мы в последующих видео это все оптимизируем, потому что лучше всегда, когда мы это сами все контролируем. Но нам он это делает. Картинки через CSS вставляются. И все-таки, чем плохо вставлять картинки через CSS? На самом деле, вот это лицо вашего бэкэндера, когда он увидел, что вы вставили картинку через CSS, потому что бэкэндер не сможет достать картинку из CSS, то есть где у нас wrapper CSS, он эту картинку достать не сможет, чтобы динамический пользователь мог ее менять. То есть, когда вы будете вешать ваш сайт, например, или приложение на какую-либо CMS-систему, либо как-то что-то подвязывать к серверу, через CSS это делать очень костыльно, поэтому лучше всегда вставлять картинки через HTML, то есть по тегу img, либо же просто прописывать здесь style, и через style задавать точно так же background image, ну и делать в принципе то же самое. Такое является хорошей практикой, потому что картинки через background вставлять это действительно очень плохо. Поэтому лучше используйте даже вот таким вот образом, даже просто для себя, даже если у вас не будет CMS-система, вам всегда будет проще зайти в HTML и поменять картинку, нежели чем копаться в SCSS, например, и искать, где у вас там эта картинка. Единственное, пути у нас идут со слэшем, и если вы откроете в браузере, то у вас, конечно, ничего работать не будет. Нужно открывать на сервере, либо убирать слэши. Но я не рекомендую вам убирать слэши, всегда проверяйте где-нибудь на сервере. Ну и давайте сейчас сделаем основное, в принципе, зачем мы все это делали. Так, давайте src вот это скопируем, изменим путь здесь и здесь точно так же поставим тильду. То есть это путь как раз таки на наш post.css файл. Давайте точно так же поменяем все здесь. И теперь что мы можем сделать? На самом деле 3 файла здесь оставлять не очень хорошо, поэтому давайте создадим новую папку, назовем ее build. И в эту папку перекинем сейчас 3 этих файла. Пускай они хранятся как раз таки в папке build, чтобы не засорять общее пространство. И в package.json нам нужно изменить путь к конфигу, потому что сейчас он у нас находится в папке build. И, соответственно, давайте здесь так и пропишем. Build. Скопируем. И укажем точно так же здесь. Теперь, если мы запустим, у нас будет небольшая ошибка, потому что мы ссылаемся на папку src, и он как раз таки, то есть webpack, ищет эту папку в папке build. И чтобы такого не было, здесь мы должны указать веб-паку, чтобы он искал src на уровень выше. То есть он выйдет с папки build и найдет src как раз таки в корне проекта. И теперь давайте попробуем папку dist заменить на public. И также папку assets заменим на static, например. И попробуем пересобрать наш проект. Напишем npm run build. И как мы видим, у нас все собралось. Появилась папка public, в которой у нас есть индекс HTML. И при этом, как мы видим, здесь тоже поменялось название на static. То есть вот static CSS, static картинки наши и static наши JavaScript. Все файлы, как раз таки favicon, карта сайта, прямо из папки static у нас перекопировалась в наш dist. Теперь единственное, давайте сменим на assets и попробуем запустить npm run dev. И как мы видим, у нас все точно так же работает. Точно так же, если мы будем вносить какие-то изменения в наш главный файл index.html, у нас все точно так же релодится, все точно так же работает. И как раз таки с такой структурой, то есть где мы выносим все через константы, мы можем так легко, в принципе, управлять проектом. Единственное, здесь тоже поменяем все-таки на dist. То есть мы можем как раз таки сейчас легко менять название папок и так далее, и у нас ничего нигде не отвалится, и все будет прекрасно работать. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить ему лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, потому что с этим колокольчиком вы будете получать уведомления о всех новых видео на канале. Также вы можете написать в комментариях, что вы думаете по этому видео, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания. И также вы можете поддержать канал на Патроне. Поддержка начинается от $3. Это буквально чашка кофе,
за что я вам буду как раз таки благодарен, и благодаря как раз таки вам будет выходить новые видео на канале. С меня также эксклюзивные плюшки, а также уникальная информация, ну и в принципе обо всех преимуществах вы можете почитать здесь, на страничке патрона. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.